Ночь в Чернобыльской зоне была пугающе тихой. Ветер осторожно пробирался сквозь ветви искореженных деревьев, едва касаясь старых покинутых зданий. В этом мертвом мире, где человек давно перестал быть хозяином, царствовала природа. Но среди густых зарослей, между руинами и заброшенными тропами, скрывалось нечто такое, что наука еще не могла объяснить. Группа исследователей, работающая в самых опасных и закрытых зонах Чернобыля, начала новый эксперимент. Они установили десятки скрытых камер в глубине радиоактивного леса, чтобы изучить, как природа адаптировалась к жизни без человека. Долгие годы считалось, что эта территория обречена радиацией и должна была уничтожить все живое. Однако данные последних исследований заставляли ученых сомневаться в прежних догадках. Камеры должны были помочь разгадать эту загадку. Сначала ничего странного не происходило. Первые записи показывали привычные кадры. Ночные силуэты лисиц, осторожные шаги лосей, редкие появления волков, бродящих в поисках добычи. Однако спустя несколько недель ученые начали замечать нечто странное. Камеры фиксировали движение в ночи, но никто не мог точно сказать, что это было. Размытые тени, неясные силуэты, странные огоньки, мелькающие в темноте. Внимательно изучая записи, исследователи заметили, что некоторые животные вели себя необычно. Казалось, будто они чувствовали присутствие чего-то незримого. Волки внезапно замирали, настороженно оглядываясь. Лоси, обычно грациозные и уверенные, начинали дрожать и пятиться назад, словно боялись сделать лишний шаг. Даже хищные птицы, привыкшие к ночной охоте, покидали свои места раньше, чем должно было взойти солнце. Самое жуткое началось позже. Одна из камер, установленная глубоко в лесу, зафиксировала нечто, от чего кровь стыла в жилах. В объектив попало существо, которое не должно было существовать. Ночь окутывала Чернобыльский лес густым покрывалом, и тьма, казалось, становилась еще гуще в глубине радиоактивной зоны. Исследователи, просматривая новые записи с камер, не могли поверить своим глазам. На одном из кадров, сделанных глубокой ночью, был виден силуэт, высокий, неестественно худой, с длинными конечностями. Оно стояло неподвижно среди деревьев, словно наблюдало за окружающим миром. Но самое страшное заключалось в другом: его глаза светились в темноте, как будто это существо осознавало, что его снимают. Ученые сначала подумали, что это игра света или технический сбой. Однако, чем больше они изучали записи, тем отчетливее становилось одно: это не была ошибка. Камеры снова и снова фиксировали присутствие этой странной фигуры. Она не двигалась так, как обычные животные, не оставляла следов. Но все же ее появление не было случайностью. Спустя несколько дней другая камера, расположенная ближе к старым разрушенным зданиям, засняла еще более пугающую сцену. Поздней ночью в объектив попала группа волков. Они двигались осторожно, принюхиваясь к воздуху, но внезапно все одновременно замерли, прижав уши и поджав хвосты. Их глаза расширились от страха, а затем они резко развернулись и убежали в сторону подальше от места, где появилось существо. Оно снова было там. На этот раз его фигура выглядела еще более зловещей. Долгие руки медленно двигались, словно оно чувствовало присутствие чего-то или кого-то. Но самое пугающее началось, когда оно повернуло голову прямо в камеру. Исследователи, которые смотрели запись, ощущали, как по спине пробегает холод. Было ощущение, что существо не просто случайно попало в объектив, оно знало, что его снимают. Один из специалистов, изучая видео,
заметил нечто еще более жуткое. На заднем плане, среди мрачных руин старого здания, мелькнула еще одна тень, еще одна фигура. Значит, оно было не одно? В лаборатории воцарилась гнетущая тишина. Ученые пересматривали запись снова и снова, но каждый раз их охватывал холодный ужас. Существо, пойманное камерой, не просто наблюдало, его движения были слишком осознанными, слишком разумными для обычного животного. Но что это было? Мутация, вызванная радиацией, или нечто другое, не поддающееся научному объяснению? Одному из исследователей пришла в голову мысль проверить старые архивы. В документах, датированных еще довоенными годами, говорилось о странных легендах, связанных с Чернобыльским лесом. Местные жители еще до катастрофы рассказывали о загадочных сущностях, которые якобы обитали в глубине леса. Их описания жутко совпадали с тем, что было зафиксировано камерами: высокие темные фигуры с горящими глазами, которые появлялись только ночью и исчезали с первыми лучами солнца. Но что, если катастрофа 1986 года не уничтожила этих существ, а наоборот освободила их? Ведь с тех пор человек практически покинул эту зону, оставив природу наедине с собой. Возможно, это не мутация, а что-то гораздо древнее, скрывавшееся в тенях еще задолго до аварии. Вскоре камеры начали фиксировать еще более тревожные события. Некоторые устройства, установленные глубоко в лесу, стали выходить из строя. Они не просто ломались, их кто-то или что-то разбивало. Один аппарат, обнаруженный на месте сбоя, был буквально разорван на части, как будто его раздавило нечто с нечеловеческой силой. Но кто мог это сделать? В этом районе не было крупных хищников, да и ни одно из известных животных не могло так целенаправленно уничтожать технику. Ученые начали испытывать настоящий страх. Им казалось, что с каждым днем существо становится все более осмелевшим. Оно больше не просто мелькало в кадре, оно двигалось ближе к камерам. Однажды, просматривая ночные записи, исследователь увидел то, что заставило его вскрикнуть от ужаса. Существо больше не стояло вдалеке среди деревьев, оно было прямо перед камерой. Его темное лицо, лишенное выражения, заполнило весь экран. А затем произошло нечто еще более жуткое. Камера передала звук тяжелое, прерывистое дыхание. В лаборатории повисла гнетущая тишина. Ученые сидели, не отрывая взгляда от экрана, где последние кадры ночной записи все еще мелькали перед их глазами. Темное лицо существа, его пустые, лишенные эмоций глаза, а главное — этот звук. Тяжелое, прерывистое дыхание, которое будто бы доносилось из глубины самой тьмы. Это было невозможно. Камеры не должны были записывать подобное, но факт оставался фактом. Один из исследователей попытался успокоить остальных, заявив, что это мог быть сбой, игра теней или странное эхо леса. Однако, когда запись перемотали назад и снова запустили, звук повторился. Четкий, пугающий, будто нечто стояло прямо перед камерой и смотрело на них сквозь объектив. На следующее утро группа специалистов отправилась в лес, чтобы проверить оборудование. Они двигались осторожно, держа приборы наготове, внимательно осматривая все вокруг. Когда они добрались до камеры, которая накануне записала жуткие кадры, то замерли, камера была уничтожена. Объектив разбит, корпус разорван, как будто его схватили гигантские когти. Но самое страшное ждало их рядом. В сырой земле виднелись глубокие следы, которые не принадлежали ни одному известному животному. Они были огромными, с вытянутыми, нечеловеческими пальцами. Ученые молча переглянулись. Кто-то попытался сделать фотографии,
Но в этот момент один из приборов, измеряющих уровень радиации, начал выдавать хаотичные сигналы. Уровень радиации резко подскочил, хотя в этом месте он должен был оставаться стабильным. Внезапно в лесу раздался странный звук, что-то похожее на шорох или тихий стон. Исследователи замерли. Они не были одни. Дальше все произошло за секунды. Ветви деревьев зашевелились, словно кто-то невидимый двигался среди них. В воздухе повисло напряжение, от которого мурашки побежали по коже. Затем послышался низкий вибрирующий звук, напоминающий далекий рев или шепот. Кто-то сорвался с места, закричав, что нужно немедленно уходить. Группа бросилась назад, чувствуя за спиной невидимое, но жуткое присутствие. Когда они, задыхаясь, добрались до машины и выехали из леса, никто не решался произнести ни слова. Только когда лабораторные здания остались позади, один из ученых наконец заговорил. «Мы разбудили то, что не должны были трогать. С тех пор никто больше не решился устанавливать камеры в глубине Чернобыльского леса». Официальные отчеты утверждали, что проект был завершен из-за технических сложностей. Но те, кто видел последние записи, знали правду. Там, в тени заброшенной зоны, скрывается нечто, что никогда не должно было быть обнаружено. И если вы когда-нибудь окажетесь вблизи Чернобыльского леса и услышите прерывистое дыхание за спиной, ни в коем случае не оборачивайтесь. Впереди вас ждет еще больше захватывающих и таинственных историй.